Доброго вечера, мы из Украины. В борьбе с российской пропагандой я забываю сообщать вам хорошие новости. Вот, например, информация от издания The Insider за 26 марта. Тогда Россия запустила по Украине 70 ракет. Это плохо. Но 62 ракеты были сбиты украинским ПВО, которое по докладам пропавших Герасимова и Шойгу было подавлено еще в первые дни войны. Общая стоимость ракет $340 миллионов. С учетом логистики и запусков с кораблей, российским налогоплательщикам этот салют обошелся в $500 миллиарда. И это не все за день. Ведь где-то по Украине еще мечется как минимум 140 российских солдат и передвигается еще не сожженная военная техника. Эту технику не только уничтожают, ее нужно каждый день заправлять и заряжать, а еще чинить, потому что она российская, а это хуже, чем советская. Ну и как часто во второй армии мира ломается техника? Довольно-таки часто. Ну вот статистика какая-то выехала. Сколько у вас колонн было? Ну, вроде у меня 10 танков было. 10 танков. Все 10 танков доехали? Нет, Сколько не доехало? 8. Итого сколько вы времени ехали по Украине? 3 дня получается. И за 3 дня вы, не вступая в бой, потеряли 8 единиц своей роты? Да. То есть это сколько вы километров проехали? Ну, километров 120 примерно. Дальше еще интереснее. Я сейчас обращаюсь к 74% россиян, которые поддерживают нападение на суверенное государство. Ровно 33 дня ваша могучая армия атаковала Ирпень. И вот, наконец, он освобожден украинскими войсками. Я не оговорился. На данный момент там уничтожен последний солдат Российской Федерации. К сожалению, после прихода и ухода русского мира от прекрасного курортного пригорода Киева мало что осталось. Но тем не менее. И это первый факт, который может проверить каждый россиянин. Все это стало возможно благодаря мобильности и децентрализации украинской армии, а также благодаря вооружению Запада. У СССР, который окончательно вылез из гроба и сейчас скрипит ржавыми остатками советского оружия, еще много танков и ракет. Но США выпускает 6500 ракетных комплексов «Джавелин» в год. И это они еще не перешли на 24/7. Россия до санкций была способна выпустить около 90 танков в год. Если говорить про заглохшую на параде «Армату», на 23 год планировали передать армии всего 40 штук. Но уже не судьба. Про самолеты мы говорили, в лучшем случае 12. Но это раньше. Да, танков и бронированной техники у Российской Федерации еще много. И даже если заведется и тронется с места всего 20%, нам мало не покажется. Именно поэтому поставки «Джавелин» и «Стингеров» пытаются довести до 500 в день. «Джавелин» и «Стингеры» названия достаточно условные. В мире существует много аналогичных разработок, и сейчас европейскими тропами все это оружие бесперебойно доставляется в Украину. Что замечательно, у нас нет никаких централизованных складов. Все это миф российской пропаганды. На самом деле это чистый сетевой маркетинг от Amway и Oriflame. Вот стратегия войны 21 столетия. По информации Министерства обороны, на сегодня в Украине выходит из строя не менее 500 солдат Российской Федерации. Но войска Украины берут на себя повышенные милитаристические обязательства в 1500 человек. Война — это не только героизм солдат и стратегический гений генералов. Война — это логистика и экономика. Стоимость русского танка $3 700 000. Это без экипажа, боекомплекта и топлива. Стоимость одного «Джавелина» $178 000. НЛАВ вообще стартует 40 тысяч. И из НЛАВа через 10 минут сможет стрелять даже подросток из украинского «Фольксштурма». Это очень простое одноразовое оружие. По некоторым данным, на сегодня Россия тратит $2 миллиарда в день на войну. Но проверить это не представляется возможным. Украина тоже тратит и теряет. Но за нами стоят все страны НАТО, стоит Европейский Союз и 141 страна, которая на Генеральной Ассамблее ООН поддержала Украину. Уже очевидно, что вооружения и ракеты в Российской Федерации конечны, и возобновить производство многих видов вооружений без комплектующих Запада или Азии невозможно. Тем не менее, как кто-то верно заметил, мы играем в шахматы с идиотом, у которого есть 150 фигур и атомная бомба. Но крах России неизбежен, и с этим согласна сама Россия. Мой коллега Денис Казанский опубликовал прекрасный пропагандистский ролик Российской Федерации, в которой сами россияне описали, почему нельзя вторгаться в Украину.
Путин, введи войска. Часто используешь этот хэштег, но если ты желаешь втянуть Россию в войну, ответь для себя. Готов ли ты наблюдать за этой войной, не глядя в монитор, а своими глазами, сидя в окопе? Думаешь, до этого не дойдет? Ты ошибаешься. Спровоцировать ввод российских войск на Украину – это важнейшая задача для Соединенных Штатов. Одна из целей США – списать крах экономики Украины на Россию. Давайте будем реалистами. Украину не возьмут в состав Евросоюза, а кредиты МВФ не помогут экономике восстановиться. Но как только на Украину войдет наша армия, Россию можно будет обвинить во всех бедах украинского народа. Ведь это из-за России перестали платить пенсии и пособия. Из-за России разрушена вся промышленность. Эта Россия забрала у украинцев их европейскую мечту. Конечно, можно выполнить требования диванных генералов и ввести войска. Но как это будет выглядеть для мирового сообщества? А вот как. Россия вводит войска без резолюции ООН на территорию независимой Украины. Правительство Украины Россию об этом не просит, а то правительство, которое просит, пока что никем не признано. Для мирового сообщества это будет называться одним словом – агрессия. А против агрессора Запад настроит весь мир. Станут ли союзники России поддерживать агрессора? Даже если мы просто введем бесполетную зону над юго-востоком Украины, американцы и НАТО могут ввести бесполетную зону уже для наших самолетов и ракет. Что если они собьют российский самолет? Как на это реагировать? Бросить танковые колонны к Ла-Маншу? Начать войну со всей Европой и Штатами, плюс Канадой и Австралией? Так ведь именно этого США и добивается. Америка задыхается от колоссального госдолга, который превышает 17 триллионов долларов. Ролик снят в 2014 году. С тех пор руководство Российской Федерации сильно деградировало и начало выглядеть со своей денацификацией и демилитаризацией все более нелепо. Многим высокопоставленным чиновникам уже даже в антисептике мерещится водяра с мини-бара. Мужики, для русского человека водка всегда выход, но перед вами Владимир Ростиславович Мединский. Черт, который родился в Черкасской области вместе с Мило. На сегодня именно его называют идеологом русского мира и доктрины, что империя невозможна без Украины. Ну що, синку, допомогли тобі ті росіяни? И сейчас флешбэк специально для народа Бурундука, у которого каждый день день сурка. Напоминаю, сначала была операция «Прыжок мангуста», но он не рассчитал силы и не допрыгнул до балкона на 14 этаже. Пункт номер 2. Через какое-то время вы отрицаете, что план провалился. Пункт номер 3. Еще через 3 недели вы начинаете торговаться по денацификации. Через 4 недели ваша экономика впадает в депрессию. И пункт номер 5. Через месяц из народа победителя вы превращаетесь в народ Бурундук и начинаете собирать корешки. Так вижу. Есть и достаточно забавные новости. Италия предложила стать гарантом безопасности Украины. И это прекрасно. Наконец-то украинские военные получат форму от Прада и качественные кофемашины. А автомобили марки Ferrari станут прекрасной приманкой для кадыровцев. Это будет просто бесконечная Чернобаевка на итальянский манер. Ну и, разумеется, ПЗРК Лянча. С одного стреляешь, другой чинишь. Это придумал мой друг Всеволод, он работает с итальянцами. Разумеется, все это дружеская шутка. Мы бесконечно благодарны итальянскому народу и правительству за то, что вы приютили беженцев, за санкции, за финансовую помощь и за предложение стать гарантом безопасности України. Яка же українська приказка разом и монстра легче вбити. Добро пожаловать в Украину. А теперь ответ на вопрос, когда закончится война. С учетом невосполнимых потерь, с учетом финансового коллапса Российской Федерации и приближения сакрального дня Победобесия, Путину придется решать украинский вопрос в течение месяца апреля. Это мое личное мнение. У Путина очень широкий диапазон. Мобилизация войск и новая атака, нанесение тактического ядерного удара или подписание позорного мира, который придется каким-то образом подсунуть россиянам как великую и судьбоносную победу над нацизмом и НАТО. Парад 9 мая неизбежен. На нем строится единство империи. Даже если по Красной площади придется пустить замурзанных срочников с оторванными ногами и сгоревшей и покореженной техникой, он это сделает. Путину необходима любая победа, которую он сможет за такую выдать.
Он не может начать парад с фразы «можем повторить», если вся страна будет понимать, что крепко отсосали. Империя живет величием, империя живет мифами и легендами. Она может пережить голод, холод, нищету, но еще ни одна империя не переживала национальный позор без революций и бунтов. Нет большего ужаса для имперца, чем попранное величие. Но при этом сейчас какой-то бот обязательно вякнет. А где же факты? Дружок, они общеизвестны. В истории условно-современной России было 3 маленьких победоносных войны. Все 3 были с треском проиграны. Это русско-японская война, когда русские солдаты должны были закидать шапками чахлых японцев. Но в результате грандиозное поражение на море и песня про крейсер «Варяг». Потом нападение на Финляндию. Война, кстати, длилась 4 месяца. СССР не выполнил ни одной военной задачи, но захватил 11% территории Финляндии. И сейчас небольшая цитата. Ход боевых действий выявил серьезные пробелы в организации управления и снабжения войск Красной Армии, а также плохую подготовленность командного состава. Вам это ничего не напоминает? Кстати, именно финны придумали зажигательную смесь, которую назвали коктейль для Молотова. Не коктейль Молотова, а коктейль для Молотова. Есть даже такая финская песня. Finlandia, Finlandia, sinne taas matkalla oli Iivana. Kun Molotovi lupasi on kaikki haroshi, huomenna jo Helsingissä syödään maroshi. Ai niet Molotov, valehtelit enemmän kuin itse Bobrikov. Третья война была в Афганистане. Про нее все хорошо знают. Она стала убийцей СССР. Но это проблема империй. Любой исход войны без полного захвата Украины для Путина – это поражение. Акела промахнулся. Его дни сочтены. Но многие дебилы этого еще не понимают. Сука, этой страны не должно быть. И мы сделаем все, чтобы ее не было. И я вам, блядь, говорил, мы сожжем вашу конституцию, блядь, прямо на Крещатике. И, блядь, я сам туда приеду. Вы меня звали после этого. Приезжайте, тебе слабо, хуй, тем не вырос, блядь. Вы, сука, все уже сидите, блядь, кто в Чехии, кто, блядь, в Германии, кто мне это говорил. Вот я, блядь, вам говорю, я, блядь, лично буду присутствовать на сожжении вашей говняной, так называемой Конституции прямо, блядь, на Майдане Незалежности. Сегодня, кстати, состоялся очередной раунд переговоров с Российской Федерацией. Мы услышали позицию Украины, и на момент съемки ролика пока непонятно, чем ответит Россия. По-прежнему сохраняется вероятность, что все эти переговоры – это дым и зеркала, и Путин готовится к решительной атаке. А особенно с учетом того, что даже во время переговоров бои в стране не останавливались и ракетные обстрелы продолжаются. Но есть и интересные новости. По словам Мединского, который перепутал водяру с антисептиком, Россия решила кардинально сократить боевые действия на Киевском и Черниговском направлении, чтобы создать для украинских властей дальнейшую нормальную рабочую атмосферу. 2 Искандера, которые развалили улицу в селе под Броварами, разумеется, не в счет. Поэтому еще раз повторюсь, мой прогноз: война, скорее всего, продлится до мая месяца, а дальше будем посмотреть. И по просьбам трудящихся у меня новости про короля ТикТока, убийцы драконов и похитителя генеральских машин Рамзана Кадырова. В то время как глава Чечни заявляет, что он руководит атакой на Мариуполь, российский телеграм-канал «Тройка» опубликовал фото Кадырова на заправке Роснефти. Позирует там с пулеметом. А на месте руководства Роснефти я бы проверил, на месте ли все бензовози. На цьому все. Російська Федерація буде зруйнована. Перемога буде за нами. Слава Україні! Сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позиции, или позиция, сейчас покажу, как это его.